Вообще-то через лет 10 этим ребятам будет принадлежать мир. И классно, если вот эту часть юности, когда они формируются, выбирают друзей, мир, и классно, если они проживут ее как-то счастливо, полно и не в одиночестве. И не в чувстве, что мир их обманул, потому что на самом деле, конечно, обманул. Ну, и нас всех тоже. Ну, никто из нас не думал, что в 21 веке возможно, не знаю, такая война, такое бегство, такой ужас, такой страх. И мама в автозаке. То, что случилось, это горе. И для нас горе, и для ребят горе. Все, вот предыдущего мира нет. Кошмар какой-то. Какие-то нехорошие люди какими-то нашими именами устроили просто катастрофу. И это наша катастрофа. И как бы с одной стороны ребята это чувствуют. Для них это тоже катастрофа. Все, старого мира нет, он невозвратен. Не будет никогда той России, в которой мы жили. Война — это про разрушение, про разорванные связи, про отцов, которые не разговаривают с детьми, про друзей, которые оказались в разных странах, про дружбу и любовь, которая больше никогда не случится, про смерть как самую ужасную разорванную связь. И на самом деле мы в таком маленьком формате мира, масштабе про создание связей. Ну да, мы строим много-много связей, много малюсеньких связей. Я думаю, что война вообще невозможна там, где есть коммуникация. Такая прям настоящая, где видят друг друга. Но это опять про этот буллинг и расчеловечивание. Буллинг возможен там, где ты не видишь человека. Там, где ты видишь его оценки, то, как он одет, не знаю, его странность, его успеваемость, его прыщ на лице. А когда ты видишь и слышишь человека, нет никакого буллинга. Но когда я была маленькая, я вначале была звездой в садике и в начальной школе. И собиралась стать великой актрисой. И все меня дико как-то любили, хвалили и давали главные роли. А потом я вдруг в какой-то момент в 7 классе перешла в другой класс. Типа это был самый сильный класс в школе. И там я столкнулась с травлей. И я как-то так привыкла быть, ну, типа такой активной и такой какой-то такой подающей надежды. И вдруг меня там не приняли. А мне ужасно хотелось всем нравиться. А меня там не приняли. У меня появилась дурацкая кличка. И я прям каждый день приходила из школы и плакала. Меня это, конечно, немножечко, ну, подломило до какого-то момента. Потому что однажды зимним вечером вот этого 1 класса, в котором мне было очень худо, пришел мой папа и сказал: слушай, тут мой друг говорит, что есть лишняя путевка в хороший лагерь. Хочешь поехать? Туристически при этом. А я не была как-то особо туристом в зимнюю смену. Я согласилась. И я приехала в Зеркальный, это был Зеркальный. Там все были такие профессионалы, туристы, ориентировщики, лыжники. Но там была ужасно хорошая вожатая, ее звали Олеся. И вдруг я там снова, вот уже я была в этот момент, в этой ситуации какой-то травли, непринимания меня, ну, месяцев 7. И вдруг я попадаю в место, где опять нужны мои идеи, где я нужна на сцене, где нужны мои какие-то искренние слова. И как будто это просто какой-то параллельный мир. Как-то вот тут меня вообще как бы не принимают, ни за что не считают, надо мной подсмеиваются. И мой рюкзак летит через рекреацию. А вот тут вдруг я какая-то яркая, талантливая девчонка, которая что-то делает. На самом деле вообще этот опыт быть непринятым где-то, когда ты подросток, он ужасно сильный. Он очень-очень сильно ломает человека. Он может очень сильно сломать, но мне повезло, потому что у меня наперевес этому опыту были всякие другие опыты мест, где я была нужна и успешна. Знаешь, я долго думаю про школу, что школа — это такое место, где есть время успеваемости, есть место соперничеству, но там совсем нет места, на самом деле, детям. То есть никто не спрашивает тебя в школе, что ты любишь, о чем ты думаешь, никому не нужны твои идеи, и на самом деле, если ты слишком много спрашиваешь, что ты выскочка, а не кто-то еще. То есть на самом деле там нет вообще пространства для этого разговора. И мне кажется, главное, что было в этом лагере Зеркальном, в котором люди собирались на свечку, молчали и говорили о том, как они прожили день, или говорили друг другу спасибо. Это про взрослого, который просто, в общем-то, организует это пространство, который дает место ребятам услышать друг друга, потому что я очень верю, что когда подростки действительно слышат друг друга, они живут просто в какой-то системе, в которой они должны соревноваться, соответствовать, чего-то еще, то там
может, и невозможна травля. Мне кажется, что главная вообще потребность подростка – это видимость. Пожалуйста, увидьте меня, я сам себя в вашем отражении увижу, потому что я еще не знаю, кто я такой. Увидьте меня, отразите меня, дайте мне пространство, чтобы побыть кем-то и понять, это мое, не мое. Я с этим проектом и повзрослела лет на 10, и помолодела одновременно, и это потрясающе. Никогда ничего так не любила. У меня есть друзья в Петербурге, которые, когда был коронавирус и нельзя было нигде ни с кем встречаться, они придумали, на самом деле, прогулки и стали встречаться на улице. И там что-то делать с ребятками. И я помню, как я прочитала про этот проект и подумала: вау, как же круто. И когда я ехала в Иерусалим, я даже с Ромой в шутку сказала, что вот я приеду в Иерусалим и запущу филиал прогулок. Но потом я приехала. Я даже сходила на одну консультацию об этом, и мне какой-то человек сказал, что вот, безопасность, вообще этот проект в Израиле не выстрелит, и вообще израильским детям ничего не нужно, этим подросткам, и нет, провальная эта тема. Но не то, чтобы я это забыла, я просто была в каких-то других процессах эмиграции, но потом неожиданно для себя в декабре я увидела конкурс в литературную школу, и я буквально за минут 40 написала какой-то синопсис, первую страницу текста про подростка. Вот. И из этого вышел роман. Я почувствовал себя невидимым. Я решенная задача блестящая. Я не нужен им настоящий. В коридоре пахло насилием. В этот раз жертвы выбрали Василия. Те 3 месяца, которые я писала этот роман про подростка Гришу, они дали мне вспомнить, насколько я хорошо помню, каково это быть подростком. Мне кажется сейчас, что этот текст мне придал много смелости и, в общем-то, позволил эту идею, когда началась война. Потому что, как-то когда ты 3 месяца живешь в голове подростка, воображаемого своего, вспоминая себя подростком, там, вспоминая вот эти все вещи, которые волнуют, вспоминая этот безумный какой-то ураган эмоций, которые меняются с какого-то невероятного восторга на какое-то абсолютное бессилие и отчаяние. Я дописала этот роман, мне кажется, на той же неделе, на которой была первая встреча диких прогулок. Главное чудо, которое для меня произошло в этом проекте, это про сообщество. И это про сообщество и взрослых, и подростков. И это про какое-то, знаешь, вот еще что я думаю, что, когда я вспоминаю себя особенно, что эмиграция – это одиночество. Это такое как бы чувство одиночества, оторванности, вот этого чувства, что тебе некуда пойти, что тебе некому позвонить. Ну да, ты можешь позвонить там какому-нибудь своему другу в WhatsApp, который там в Петербурге бежит по своим делам, но он ужасно далеко. И, слушай, я поняла, что я последние 8 месяцев не чувствовала себя одинокой. Вот в этом проекте, например. Мое самое большое чудо в нем про людей, которых он привлекает, и про взрослых, которых он привлекает, и про ребят, которые в него приходят, и про какое-то общее настроение, в котором прийти и быть новеньким в нем несложно, и в людях раскрываются какие-то их самые классные вещи. Тот возраст, в котором ребята, это ровно тот возраст, когда мы на самом деле начинаем встречать своих. То есть мне кажется, что раньше там наши друзья — это какая-то такая, абстракция, как повезло, там, с кем дружили наши родители, там, с кем меня за партой посадили. А вот это тот осознанный возраст, когда ты выбираешь, да, я хочу быть с этим человеком, потому что он мой. Я очень хорошо помню, у меня была история в школе, в 6 классе еще. У меня было 2 подружки, они меня постоянно делили, потому что между собой они не очень дружили. И я прям помню, это, кстати, был урок рисования, это интересно, вот, что одна мне сказала: садись со мной, а другая сказала: садись со мной. И я помню, что это был мой первый осознанный выбор. И я села вот с той, с которой я дружу до сих пор. Со второй мы вообще не общаемся. При том, что вот та вторая была очень популярная какая-то в классе, а первая была такая какая-то странненькая и такая какая-то нелепенькая. Но почему-то вот мое сердце ее уже любило и выбрало как свою. Где-то там. Где-то там. До свидания. Искренне. Наш проект еще и про смелые прогулки. С
со всех сторон много смелости идти навстречу друг другу. И для ребят тоже вот они решились и пришли. Да, и многие из них действительно же по 3 недели не приходят. И типа вот они смотрят за этим чатиком, наблюдают, там иногда что-то пишут, не приходят, не приходят, не приходят, не приходят. Хоп, в какой-то момент приходят. Удача, награда за смелость. И вот в это я очень крепко верю. Ну, то есть, что если ты вдруг во что-то веришь, берешь какую-то идею, тебе очень страшно, думаешь, а вдруг это не получится, но ты решаешься, это делаешь. Вот мы с Настей решились, а потом какие-то люди к нам присоединились, решились, потому что запускать свою группу вообще-то в каком-то городе для подростков, это страшно. Но когда ты решаешься, то тебе начинает вести. Воск, Умин, Аня. Однажды в юности я познакомилась с ребятками, с которыми я до сих пор дружу. И вот они, стоя на лестнице на Петроградской стороне, просто поднимаясь в квартиру, вдруг спонтанно все начали музицировать. Один стучал по перилам, другой свистел, третий топал ногой, четвертый что-то делал голосом, пятый нашел и достал из кармана какую-то трещалку. И я помню, что меня в мои 17 это совершенно поразило, потому что это был какой-то вид деятельности и импровизации, и вообще способ подниматься по лестнице совсем незнакомый, другой, но при этом ужасно радостный. Что как бы, ну то есть, и мне хотелось бы, чтобы ребятки в нашем проекте, они тоже точно это делают, открывали какие-то вообще другие способы взаимодействия и познания мира, что так тоже можно. Один стучал по перилам, другой свистел, третий топал ногой, четвертый что-то делал голосом. Пятый достал из кармана какую-то трещалку. А еще мне хочется дать им какой-то опыт действительно того, что они могут начинать и делать. Потому что мне кажется, что одна из вещей, по которой случилась вообще эта война, это какая-то такая российская безответственность, в которой сделает кто-то другой, в которой, если ты видишь, не знаю, мусор у подъезда, то его уберет дворник, в которой, если что-нибудь, у тебя лампочки нет в подъезде, то ее вкрутит какой-нибудь другой сосед, а не ты. И на самом деле вот это вот маленькое деяние, идея любая, которая может быть реализована, и вообще этот опыт того, что, ну, ты просто подумал, а потом вместо того, чтобы пройти мимо, взял и сделал, что на самом деле это воспитывает какую-то ответственность, в общем-то, за мир, за свою жизнь. Ну и мне, конечно, тоже хочется, чтобы ребята как-то и на нашем опыте, и просто сами в проекте как можно больше какой-то самостоятельности применяли, что-то сами придумывали. И для них это был опыт, да, что я могу. Потому что я очень верю, что от каждого из нас супер сильно зависит мир. И что действительно самая большая вообще проблема человечества, это если мы решим, что какие-то умные люди все за нас решат. Особенно потому, что там никаких умных людей нет. И потому что решают за нас, к сожалению, дураки и негодяи. Да, немножко политического контента. Мир, 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 мир. Нам как-то еще очень везло, знаешь, нам действительно просто очень по-человечески везло. И, например, когда мы сидели на этой крыше осенью с Люсей Шваменталь, и вдруг пошел первый иерусалимский дождь, ну, а дождь для нас, для всех приехавших из России, ну, это что-то ужасно важное, и когда ты попадаешь в страну, в которой 7 месяцев нет дождя, вообще, что это такое? И вот этот вот дождь, который пошел именно когда мы были вместе, понимаешь, это же какая-то удивительная удача. Ну, правда, удивительная удача. И когда вдруг все эти подростки начинают счастливо танцевать под этим дождем, вообще не боясь промокнуть, и в каком-то совершенно, каком-то невероятном, ну, это чудо. Ну, и на самом деле много было таких моментов, когда арт-лаборатория была, и когда девчонка вышла на сцену и хотела что-то сказать, и вдруг расплакалась, и все 50 человек пошли ее обнимать. И это было потрясающе. Ну, и ты думаешь, о Господи, что вообще происходит? Как мы это сделали? Почему? Ну, и это не вполне мы сделали, они тоже как-то это умели. Мы просто создали пространство для того, чтобы вот эта поддержка и вот это умение поддерживать друг друга, и вот этот опыт, сейчас расплачусь, ну, как бы мы создали пространство, в котором это работает. Я здесь! Я здесь! Я здесь! Я здесь! Я здесь! Я там! Я здесь! Я здесь! Я здесь! Все остальное будет в моей голове. Я здесь!